Всем привет! Очень много вопросов по поводу газового наркоза, и мы наконец решили все-таки красиво и понятно объяснить, что такое газовый наркоз, нужен он или не нужен, для чего он нужен, нужно ли за него доплачивать, переплачивать и почему так скажем, высказываются другие хирурги и другие анестезиологи. Всем привет! Так вот, нет, суть в чем вопрос. Значит, очень много комментариев и вопросов пишут котята, зайки в директ. А будет ли газовый наркоз? Будет ли газовый наркоз, газовый ли у нас наркоз, сколько стоит газовый наркоз? Вот что такое газовый наркоз? Такого понятия, как газовый наркоз, не существует. Существует ряд наркозных пособий. Ряд операций делается либо под внутривенной анестезией, либо под спинномозговой анестезией, либо под эндотрахеальным наркозом. Он же называется общий, он же называется комбинированный. Почему он называется комбинированный? Потому что используется ряд препаратов в комбинации. То есть в последнее время действительно, вот как панацея звучит газовый наркоз, газовый наркоз. В анестезиологии существуют так называемые медицинские газы. Сюда относятся закись азота, севаран, ксенон, изофлюран, ну и так далее и тому подобное. То есть газов много? Газов много. Вот как они выглядят? Это баллончик с газом? Ну вот, например, закись азота – это баллончик газа. Это баллон, в нем находится медицинский газ под названием закись азота, он же в народе называется еще веселящий газ. В последнее время дается предпочтение севарану. Это тоже газ. Вот так он выглядит. Вот он находится в жидком виде. То есть это жидкий газ? Да, он под давлением. Ну, как любой газ, он находится под большим давлением, поэтому он сейчас в жидком состоянии. Вот эта штучка на наркозном аппарате называется вот севафлюран, севаранец. Ну, здесь она заполнена, тут уже видно уровень. Этот колпачок открывается эта крышечка, вот так газ заполняется под давлением, он туда уходит и тоже находится в жидком состоянии. Когда начинается анестезия, один газ ничего не может сделать. Газ является только как усыпляющим, он является как одним из компонентов наркоза. Газ не обезболивает. Поэтому, вот почему и наркоз называется комбинированный. То есть используются препараты, которые обезболивают, используются препараты, которые обездвиживают, релаксируют, расслабляют пациента. Используются препараты гипнотики, которые усыпляют пациента. Когда пациент засыпает и ему устанавливается вот такая трубочка в трахее. То есть сначала маска накладывается. Да, сначала масочка, то есть пациент перестает дышать. Вот такая трубочка, то есть идет газ, пациент засыпает, вы уже ничего не помните, и в тот момент, когда вы ничего не помните, открывается рот с помощью специальных приборов вот анестезиолога. Да. Устанавливается трубочка в трахею, то есть трубочки разные, они разных диаметров, они подбираются индивидуально каждому пациенту. Устанавливается эта трубочка, подключается к аппарату. Аппарат выставляется определенные параметры, и аппарат микширует. Параметры пациента. Параметры пациента, да. То есть дыхательный объем, частота этих вдохов, выдохов. И аппарат микширует, он смешивает кислород, он смешивает воздух, он смешивает этот севаран и задает определенное количество для пациента. Да, и чем лучше аппарат, тем более он самостоятельный. Потому что чем получается он хуже, чем он проще, тем больше работы нужно делать анестезиологу. То есть он вычитывает, не любой простой аппарат может работать с севараном. Именно поэтому анестезиолог может выходить из операционной во время операции. То есть он присутствует во время начала наркоза, он вводит. Это правильно. То есть я много где бываю, Франция, Германия, Турция, Италия, Испания, Соединенные Штаты, везде картина одна и та же. Анестезиолог может обслуживать несколько операционных. То есть он может быть 1 на 4 операционные, потому что он запустил процесс, есть анестезистка, помогающая медсестра или доктор, плюс ряд приборов, которые сидят рядом, плюс ряд приборов, которые сигнализируют и следят за процессом. Поэтому анестезиолог может обслуживать несколько столов, скажем так. Конечно, если это очень сложная операция,
там, не знаю, нейрохирургическое или кардио, да, конечно, полостные, он должен сидеть. Но когда операции, так скажем, более подконтрольные, аппаратно анестезиолог даже может выходить, потому что абсолютно все вычитывается с помощью прибора. Но опять-таки это не исключает мастерство анестезиолога, потому что организмы разные, люди разные. И даже то, что будет высчитывать машина, этого недостаточно, да, чтобы была управляемая гипотония, чтобы давление было ровным, чтобы давление не скакало, чтобы оно было низким. Это все же тоже профессионализм врача. То есть я думаю, в ближайшие 10-15 лет точно анестезиологов никто не заменит хороших, качественных. Но аппараты не совершенствуются. Также есть аппарат, который следит за глубиной наркоза, клеятся специальные датчики на голову, мы видим расслабление пациента, мы видим, как он глубоко спит. Да. Пациент не может проснуться во время наркоза. То есть аппарат, если он будет понимать, что мозг человека там активный, он там собирается проснуться или ему больно, он сигнализирует, на это реагирует машина. Короче, все это взаимосвязано. По поводу газового наркоза, вот частый вопрос, можно ли сделать пробу на газовый наркоз? Это невозможно. То есть, ну, дать подышать, нравится, не нравится, нет. Дело в том, что препараты, использующиеся для общей анестезии, проба на них не делается. Пробы делаются на препараты для местной анестезии. Все вот эти препараты, они не вызывают аллергических реакций. Вот и все. То есть, да, есть ряд людей, у которых полиаллергия. То есть у них может быть аллергия на все, ну чуть ли, ну я не знаю, на обстановку в квартире. Да? В любом случае, тогда анестезиолог просто применяет ряд препаратов, которые блокируют возникновение возможных проявлений аллергической реакции. Вот и все. Вот. Поэтому... то есть нельзя сделать пробу, как вы сегодня сказали, как но это не кальян, да. Это не кальян. Не бывает наркоза на молоке, на вине, на абсенте, правильно? Да. И, кстати, часто говорят, вот сегодня тоже писали в комментариях, что вот мне давали газовый наркоз или газ во время там, акушерской какой-то операции или во время родов, и мне поплохело. Может быть, кстати, плохо на газовый наркоз? Нет, это просто было совпадение. То есть это, скорее всего, были какие-то вегетативные реакции, это, скорее всего, было, возможно, падение давления, либо, наоборот, высокое давление, вот, на основании которого пациентка почувствовала себя плохо. Вот. А в этот момент просто давался газ, и вот такая вот ассоциация получилась. То есть это невозможно. То есть газовый или не газовый наркоз, это очень много зависит от самого аппарата. Если куда заливать вот эти вещества, если его нет, тоже не означает, что будет прям плохой наркоз. Уже это зависит от профессионализма анестезиолога, от профессионализма врача. Но переплачивать за газовый или не газовый, это глупо. Это абсолютно. Да, то есть если есть хорошая машина, это уже должно быть включено. Совсем не означает, что для проведения хорошего наркоза обязательно нужен газ. Газ это не панацея. Да, но если анестезиолог может дать такой наркоз, если клиника может дать соответствующую анестезию такого качества, то нет смысла и некрасиво предоставлять разные услуги. Мол, хочешь так или так. Есть возможность, делай так, но есть много клиник, которые работают без газа. И наркозы у них, да, и хорошие наркозы, и супер выход, и супер вход, и человек ничего не помнит, и голова не болит. Но опять-таки некрасиво, наше мнение с Константином Николаевичем и нашей команды, зарабатывать на этом. То есть говорить вам такой или вам такой. Это просто некрасиво. Есть возможность, сразу делайте хорошо. Либо хорошо, либо никак. Да. Прежде всего мы переживаем за пациента. Прежде всего мы нашли Константина Николаевича, да, было сложно, невозможно, не могли забыть, сложно было найти, и теперь не можем потерять. Да, поэтому важно все, важно также работа, слаженная работа в коллективе в принципе, потому что наркоз окей, все хорошо, наркоз, но даже то, как работает операционная сестра, насколько она знакома с техникой операции, насколько быстро она подает инструменты, как она делает тот же там раствор, вводит, помогает хирургу, все очень важно. Если есть ассистент, насколько он правильно работает, слаженно, синхронно, тоже важно. Поэтому это все совокупность процесса, это все можно калькулировать. Допустим, вы хотите операцию с ассистентом или без?
У нас есть возможность ассистента, он будет Это будет помогать. дороже. Это будет дороже, и операция будет на 10 минут быстрее. Или часто, кстати, есть тоже такая фишка, вы хотите ринопластику с синяками или без? То есть, если без синяков, то дороже, ну, с синяками месяц потерпишь, что дешевле. То есть, методы вот эти вот заработка, они просто некрасивые, поэтому я не приемлю там лазерные методики, то, что пытается развести и ничего не показывают. Вам же не показывают, не проводят прямые трансляции. Вот мы используем лазер, смотрите, а без лазера плохо. Хирург должен стараться использовать все самое новое, все самое качественное, насколько это у него позволяет финансы, клиника, руководство и так далее. И уметь этим работать. И уметь работать. Но зарабатывать на этом некрасиво. Поэтому мы призываем наших коллег быть честными перед пациентами. Мы знаем очень много клиник, докторов, кто работает без газового наркоза, и тоже все хорошо. У нас есть эта возможность, мы это все делаем. Поэтому давайте жить дружно, давайте быть коллегами, соблюдать деонтологию и быть внимательными к нашим клиентам, любить клиента, и всем будет от этого хорошо. Ваше слово. Всем спасибо. Всем коллегам привет. Peace. Йо. А надо трубку показать, вот эту. Клинок. Ага, ну все, мы закончили. Всем коллегам привет.